Так, что у нас тут флаг, простите, чего? А это чего? Но давайте поговорим об этом в конце видео. Привет, дорогие друзья! Это 4-я часть видео по истории Украины. Надеюсь, что 3 первые части вы уже посмотрели, а я продолжаю. Давайте теперь поговорим об украинском языке. Тоже с точки зрения истории. Есть такое мнение, что украинский язык – это практически древнерусский язык, в отличие от современного русского языка. Те, кто отстаивает такое мнение, дают массу примеров схожести слов из украинского языка и слов из западнославянских языков. Давайте кратко разберем, что да как в этом все. Для начала давайте я озвучу такой факт, что термин «украинский язык» появился только в 20 веке. Возможно, для кого-то это что-то новое. До этого украинский язык назывался «руська мова». В Российской империи украинский язык обычно назывался малорусским наречием, а позднее малороссийским языком. Считается, что такие названия были связаны с притеснениями со стороны государственной власти, то есть отрицалась сама самобытность языка. Согласно одной из теорий, украинский язык сформировался наряду с русским и белорусским примерно в одно и то же время, где-то в 14-15 веках, в результате распада древнерусского языка. После образования Речи Посполитой в 1569 году развитие украинского языка происходит под значительным влиянием польского. По сути дела, происходит его полонизация. И, возможно, именно с этим связана как раз таки вот эта схожесть, о которой сейчас говорят как о аутентичности, в отличие от русского. Основоположником украинского литературного языка считается Иван Петрович Котляревский. В формировании норм литературного языка значительную роль сыграло творчество Тараса Григорьевича Шевченко. Еще хочу добавить, что несмотря на то, что мой родной язык это русский, я люблю украинский, прежде всего за его самобытность. На мой взгляд, украинский язык, он как-то по-особенному раскрывается именно в песнях, музыке. Ну а сейчас я предлагаю перенестись в начало 20 века, послереволюционное время, и поговорить об украинизации. Как я говорил ранее, история такая штука, о которой свойственно повторяться опять и опять. Первая украинизация на Украине была после февральской революции 1917 года. Начали открываться школы, печататься издания на украинском языке. Чуть позже директорий УНР 1 января 1919 года украинский язык был объявлен обязательным для употребления во всех правительственных и общественных учреждениях. Но мы с вами поговорим о советской украинизации 20-30-х годов. То есть у нас все уверены, что с началом прихода советской власти началась очень дикая русификация, но на самом деле советская власть вместо русификации вела политику украинизации на Украине. Как бы странно это ни звучало. Существует миф, что в Советском Союзе запрещали, подавляли, искореняли все украинское. И откуда идет это, понятно, потому что в том или ином виде эта ахинея передается через средства массовой информации. И вот я хочу объяснить, насколько это все расходится с реальностью. Собственно говоря, для тех, кто учился в обычной советской школе на территории УССР, не будет новостью, что были уроки по украинскому языку и литературе, были украинские школы, в которых преподавалось все по-украински, наряду с русскими школами. Советская украинизация велась в 20-30-х годах с целью убрать противоречия между центральной властью и местными жителями, часть из которых была охвачена националистическими идеями. К слову сказать, партийные работники в то время были обязаны знать украинский язык. Вот, к примеру, справка о сдаче бухгалтером экзамена на знание украинского языка, без которой не принимали на работу. Но с чего же все началось? В апреле 1923 года 12-й съезд Российской коммунистической партии объявил коренизацию, то есть привлечение коренного населения для участия в местном самоуправлении. Итак, коренизация была объявлена официальным курсом партии в национальном вопросе и предоставление их языку официального статуса. Сразу же после этого 7-я конференция коммунистической партии положила начало политике украинизации. И тут есть еще один весьма примечательный факт того времени. Украинизацию требовала именно Москва, а Харьков, тогдашняя столица Украины, оказывал этому сопротивление.
В июле и августе 1923 года в УССР вышли два постановления, одно из которых предусматривало, что все поступающие на государственную службу должны изучить украинский язык в течение 6 месяцев, а те, кто уже находился на госслужбе, в течение 1 года. Интересно, что местных кадров для проведения украинизации не хватало, поэтому власти УССР приняли решение привлечь к этому делу украинских националистов-иммигрантов. Им разрешили вернуться, в том числе лидерам, и назначали на посты в Наркомпросе. Это Народный комиссариат просвещения РСФСР. Среди возвратившихся в 1920-е годы были такие видные националисты, как Грушевский, Рудницкий, Лозинский. Общее число прибывших из Галиции составило, по оценкам Грушевского, около 50 тысяч человек. Итак, украинизировались газеты, школы, вузы, театры, учреждения, надписи, вывески и так далее. В Одессе, где учащиеся украинцы составляли менее трети, были украинизированы все школы. В 1930 году на Украине оставалось только 3 большие русскоязычные газеты. В июле 1930 года президиум сталинского окрисполкома принял решение привлекать к уголовной ответственности руководителей организаций, формально относящихся к украинизации, не нашедших способов украинизировать подчиненных, нарушающих тем самым действующее законодательство в деле украинизации. И вот что же было по итогу. В 1926 году украинцы составляли 54 государственных служащих УССР. Еще быстрее шла украинизация партии. В 1920 году украинцев составляли в ней 20% коммунистов. В 1925 году уже 52%, в 1933 году 60%. Вообще здесь возникает логичный вопрос, а сколько же людей говорили по-украински до революции 1917 года на Украине? Думаю, что в городах не очень много, в основном, скорее всего, в селах. По итогу, в конце 1932 начале 1933 года на территории РСФСР украинизация была полностью прекращена, а украинизированные школы стали русскими. На территории УССР украинизация стала сворачиваться в конце 30-х годов. Ну а в конце я предлагаю разобрать такую очень интересную инфографику, на которой я наткнулся, которую выдают за чистую монету. Давайте посмотрим и все подробно разберем. А начнем мы с герба. Так, получается, у нас тут в Золотой Орде был орел, а в Киевской Руси был трезубец. Ну хорошо, только вот с орлом есть нюанс. Дело в том, что данный герб Золотая Орда переняла у Византии, а Византия в свою очередь переняла двухглавого орла у хетской культуры. Ну и конечно же не секрет, что орел изображен на многих европейских гербах. Наверное, не от Золотой Орды это пошло. Флаг. Вот откуда они это просто взяли, я даже не представляю. Никакой исторической подноготной, скажем так, в этом нету. Просто выдумка. Вообще в древности, во времена Киевской Руси, использовался стяг. Это знамя во время боевых действий. Считается, что оно было красным, чтобы его было хорошо видно на поле боя. А вот о данном флаге, ну вот как бы ничего-то и нет. Я за оба флага говорю, ни один, ни второй никак не относятся к тому времени, о котором здесь говорится. То есть на самом деле никаких исторических свидетельств, что, допустим, у Владимира Великого был желто-синий флаг с трезубцем, таких исторических данных, свидетельств нигде нету. Далее здесь говорится за трезуб как символ Владимира Великого, и что, мол, орел это какой-то символ какого-то хана. Так, ну с орлом мы выяснили, давайте за трезуб. Вообще трезуб был личным символом каждого князя, и поэтому они отличались один от другого. То есть это личный символ князя, а не государства как такового. Ну и думаю, про монеты, я так понимаю, так все понятно. Так, ну давайте разбираться дальше, что у нас язык, мова. Ну, во-первых, слово мова происходит от слова молва. Далее за язык. Слово «язык» происходит от древнеславянского слова «язык». Аналогичное слово есть и в других славянских языках – в болгарском, польском, словацком, славянском, чешском. Как вы поняли уже, значение слова то же самое.
Вообще должен заметить, что украинский, русский, английский, латинский, греческий и даже санскрит имеют много общего, так как принадлежат к индоевропейской семье языков. Вот вам для понимания вопроса. Вот русский, а вот древнеиндийский язык санскрит. Просто для примера. Стоит ли после этого говорить о том, что какой-то язык более правильный, а другой менее правильный? Но мое личное мнение, конечно же, нет. Вообще, если кому-то интересно касательно схожести санскрита и русского языка, есть прекрасная лекция на YouTube Светланы Бурлак, в котором она подробно рассказывает, что и к чему. Ссылку на видео я оставлю в описании к этому видео. Вообще, есть такая гипотеза, что все языки произошли от одного. Теория моногенеза. Именно так она называется. Это не что-то антинаучное, а как раз таки наоборот, многие ученые, в том числе даже антропологи, придерживаются мнения о существовании так называемого прамирового языка. Ну и в конце за орнаменты в этой инфографике. Очень сложно сказать, что вообще хотел сказать автор этой инфографики, но, наверное, здесь отсылка к хохломе. Хотя, при чем тут вышивка и декоративная роспись, я, если честно, не понимаю. В Украине самое близкое это петриковская роспись, однако я не знаю, есть ли между ними связь. Что же касается вышивки, то это есть в разных регионах Украины, России, а еще многих других стран. Но вот если мы говорим о Древней Руси, то князья и дворяне, я так думаю, переняли стиль одежды от Византии, очень много схожего. Что же касается крестьян, логично, что те, у кого были какие-то средства, пытались как-то украсить крестьянскую одежду. Вот вам и вышиванка. Но у меня, пожалуй, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали для себя что-то новое. Давайте, спасибо и до скорых встреч. Пока.